What we do here is go back, 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 back. Облицовка цоколя. Чем облицевать и зачем это делается? Цокольная часть фундамента – ответственный элемент, обеспечивающий устойчивость здания. При эксплуатации незащищенная часть фундамента дома постепенно разрушается от внешних воздействий. Для защиты стен от проникновения влаги выполняется гидроизоляция цоколя фундамента. При этом достигается не только защита фундамента, но и обеспечивается декоративный эффект. Отделка искусственным и натуральным материалом позволяет декорировать фасад здания и защитить поверхность цоколя. Рассмотрим, чем облицевать фундамент дома для обеспечения долговечности цокольной части. Назначение цоколя и разновидности цокольных конструкций. Цоколь представляет собой опорную часть строения, расположенную между фундаментной основой и стенами. Чем облицевать фундамент дома? Ответственный элемент – цокольная часть фундамента. Он возвышается над нулевой отметкой на 0,2–0,5 метра и выполняет следующие задачи. Воспринимает нагрузку от массы строения, обеспечивает устойчивость стен, предотвращает усадку здания, компенсирует различные деформации, защищает стены от капиллярного проникновения влаги, теплоизолирует подвальное помещение, связывает фундаментную основу со стенами, улучшает эстетическое восприятие фасадной части дома, формирует уровень расположения пола нижнего этажа, равномерно передает нагрузки от стен на фундаментную основу, обеспечивает увеличенную высоту цокольного этажа. Цокольная основа сооружается в соответствии с требованиями строительных норм, которыми предусмотрены различные варианты конструкции цоколя. Выступающая по периметру стен здания представляет собой наиболее дорогую разновидность цоколя. Для сооружения выступающего варианта цокольной конструкции требуется увеличенный объем строительных материалов. Данный вариант превосходит по эстетическому восприятию остальные разновидности и придает строению респектабельный вид. Вместе с тем выступающая конструкция подвержена влиянию факторов природного характера. Монтаж цокольных отливов по контуру дома позволит защитить конструкцию от отрицательного влияния осадков. Чем облицевать фундамент дома? В соответствии с требованиями строительных норм сооружается цокольная основа, выполненная на одном уровне с фасадной плоскостью стен и поверхностью фундамента. Такой конструкции нужна отделка уменьшенной толщины для обеспечения гидроизоляционной защиты, теплоизоляции и улучшения внешнего вида. Облицовка выполняется плиткой, декоративным камнем и панелями, сайдингом и другими материалами. Также используются специальные составы, наносимые на цокольную поверхность путем пульверизаторного распыления или ручной обмазки. Заглубленная внутрь относительно фасадной плоскости здания. Толщина смещения поверхности цоколя относительно плоскости внешних стен составляет 50–80 мм. Западающий вариант позволяет использовать различные типы наружных теплоизоляторов и сохранять визуальное равновесие при декорировании основы строения. В западающем варианте снижается вероятность увлажнения цокольной части осадками, а также обрастания цоколя снежными глыбами. Выбор варианта цокольной конструкции осуществляется на основании проектной документации, определяясь облицовочным материалом для защитной или декоративной отделки. Учитывайте конструктивные особенности цокольной части здания. Для чего и как выполняется облицовка фундамента дома? Отделка цоколя осуществляется для решения комплекса задач. Чем облицевать фундамент дома? Отделка цоколя защищает основу здания от влияния влаги. Защита основы здания от влияния влаги, ультрафиолета и других природных факторов. Предотвращение эрозии фундаментного бетона в результате влияния агрессивных веществ, содержащихся в грязи. Предохранение цокольной конструкции от разрушения в результате механического воздействия. Защита фундамента от поражения насекомыми, а также предотвращение развития грибка и плесени. Поддержание благоприятной температуры и комфортного микроклимата в помещениях нижнего этажа. Улучшение внешнего вида строения за счет реализации оригинальных дизайнерских решений. Готовясь принять решение, чем утеплить цоколь дома снаружи, следует разобраться с применяемыми способами монтажа облицовки. Используется различная технология монтажа отделочных материалов путем установки непосредственно на внешнюю поверхность цокольной основы. Основание следует тщательно спланировать для предотвращения возможных деформаций отделочных материалов при монтаже. Для выравнивания стен осуществляется штукатурка цоколя способом крепления к обрешетке. Каркасная конструкция позволяет обеспечить плоскостность и не допустить перекосов при установке защитно-декоративной отделки. Каркас сооружается из деревянных планок или металлопрофиля.
Крепление облицовки осуществляется различными методами. Сухим, предусматривающим использование метизов или специальных крепежных элементов. Мокрым, основанным на использовании клеевых смесей или различных видов связующих составов. Подбирая материал для отделки, учитывайте также способ крепления. Назначение и виды отливов для цоколя. Отливы представляют собой конструктивные элементы, предназначенные для защиты поверхности цоколя от воздействия осадков. Они выполнены в виде своеобразного козырька, установленного по контуру цокольной стены. Чем облицевать фундамент дома? Различные материалы используются для изготовления отливов. Для изготовления отливов используются различные материалы: керамика, сталь, алюминий, пластик. Монтаж отлива на цоколь осуществляется во время мероприятий по защитно-декоративной отделке. Важно правильно закрепить отлив для обеспечения влагозащиты. Эффективный отвод влаги обеспечивается, если сделана отмостка вокруг дома. Чем облицевать цоколь кирпичного дома? Требования к отделке и ее разновидности. Расширенный ассортимент отделочных материалов, предоставленный в строительных супермаркетах, затрудняет принятие решения по выбору оптимального вида облицовки. Застройщикам сложно определиться, что лучше использовать: сайдинг для цоколя, клинкерную плитку, деревянную вагонку, декоративную штукатурку или камень для цоколя облицовочный. Определяясь с выбором материала, помните, что цоколь воспринимает значительные нагрузки от веса строения и реакции почвы, а также подвержен влиянию природных факторов. Чем облицевать фундамент дома? В строительных супермаркетах представлен расширенный ассортимент отделочных материалов. Именно поэтому для отделки используют материалы со следующими характеристиками: повышенной устойчивостью к влиянию влаги, стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, продолжительным периодом эксплуатации, пониженной теплопроводностью, устойчивостью к воздействию отрицательных температур. Также важны следующие свойства: ремонтопригодность, привлекательный внешний вид, экологическая чистота, пожарная безопасность, повышенная прочность, удобство мехобработки. Учитывайте также оригинальность текстуры и метод крепления облицовочного материала. Изучите характеристики отделочных стройматериалов. Разберитесь с особенностями технологии монтажа. Проанализируйте свойства облицовочного покрытия. Учтите отзывы потребителей и опыт эксплуатации. В результате правильного подбора отделки и при условии квалифицированного выполнения монтажа отпадает необходимость в постоянном ремонте облицовки. Для отделки цокольной части здания используются следующие виды материалов. Клинкерная плитка. Она имитирует кирпичную или каменную кладку, а также воспроизводит скалистые породы. Плитка крепится клеем к поверхности цоколя и не требует несущего каркаса. Материал отличается долговечностью и эстетичностью. Чем облицевать фундамент дома? Свои особенности имеет каждый вид отделки. Натуральный камень устанавливается на раствор цемента. Материал устойчив к воздействию влаги и обладает повышенным запасом прочности. Из-за увеличенной теплопроводности камня необходима дополнительная теплоизоляция цокольной основы. Сайдинговые панели крепятся к несущему каркасу, позволяющему установить теплоизоляционный материал в пространстве между поверхностью цоколя и обрешеткой. Используя панельный сайдинг, несложно кардинально изменить внешний вид здания. Кирпич. Отделочные кирпичи устанавливаются на фундаментное основание с повышенной несущей способностью. Кирпичная отделка выполняется с зазором, заполняемым пенополистирольными листами. Материал нуждается в гидроизоляционной защите. Керамогранит. Используется в виде плитки. Керамогранит отличается прочной структурой и продолжительное время сохраняет привлекательность. Благодаря повышенной влагоустойчивости, долговечности, а также расширенной цветовой гамме и многообразию фактур. Материал широко применяется для облицовки. Штукатурка. Она легко наносится на поверхность и представляет собой бюджетное решение. Противнозащитная штукатурка устойчива к воздействию температурных колебаний. Обеспечивает повышенную паропроницаемость цоколя и отличается ремонтопригодностью. Этим выбор материалов не ограничивается. Используется также искусственный камень, профилированный лист, полимерная плитка и термопанели. Каждый вид отделки имеет свои особенности, которые необходимо изучить. В итоге, чем облицевать фундамент дома? Выбирая материал для отделки, отдавайте предпочтение экологически чистой облицовке, обеспечивающей надежное тепло и гидроизоляцию цоколя, а также обладающей повышенной прочностью, пожаробезопасностью и долговечностью. Учитывайте также вес материала и обращайте внимание на внешний вид.
Чувство вкуса поможет подобрать отделку под существующий стиль здания.